Вы тут с Димой. Добрый вечер. Да, здрасте, Дима. Здрасте, слушатели, если вы живы. Они живы вообще? Вообще да. А у нас КРБК нет. Они даже в течение всей недели уточняли, когда вы будете. Жив ли я понимаю, да, это взаимно. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Ольга. Я ваш постоянный слушатель, и мой вопрос еще как бы из старой жизни, до того момента, как случилось, но он остался все равно актуальным. У меня есть брат, и его дочь недавно стала, там, я не буду называть имя и фамилию, она известна чемпионкой всего на свете, спортсменкой, умницей, красавицей. Так. С братом мы росли, у нас есть родители, мы росли в такой академической деревне. Родной брат, да? Разница в 7 лет. Там я ходила в магазин, ездила за молоком, и всегда считала, что у нас нормальные отношения. Но когда его дочь стала известной, у нас наши отношения между семьями были такими, как бы, ну, никакими, но вроде бы как приличными. А брат-то родной? Брат родной, единственный, да. Так. Брат единственный и родной. Но мы как бы поддерживали вроде как бы приличные отношения, там встречались у родителей на юбилеях. И тут дочь становится сначала чемпионкой России, и я думаю, как раз после Нового года, ну надо же что-то сделать, покупаю дорогой подарок, и заранее примерно представляю, что меня ждет, звоню и говорю, что вот давай хотя бы прийти, познакомиться, если не знакомы до сих пор. И, ну, как-то поздравить. Подождите, вы не знакомы с племянницей, были с ее рождения? Да, я не знакома с ней. А почему? То есть, брат, раньше у вас были плохие отношения, что ли? Они считают, что они как бы нормальные, и родители считают, что они нормальные. Так. Ну, то есть мы несколько раз, вы приезжаете домой. А как можно было считать нормальные отношения, при которых вы... Алло. Отношений практически никаких. Женщина Оля. Вы меня слышите? Да. Как можно считать нормальными отношениями, если вы даже племянницу не видели? Что ж там нормального-то? Вот я тоже считаю, что ненормально, но как бы с одной стороны, что вы можете сделать? Вы можете только что-нибудь предложить, какой-то жест. А брат как объяснил то, что... Давайте познакомимся, например. Вот я предложила познакомиться. Подождите, да вот у нее родился ребенок. Ольга, нам тяжело разговаривать, вы меня не слышите, да? Я вас слушаю внимательно. Смотрите, вот у него, у вашего брата, родился ребенок. Вот, значит, его жена, да, ваша невестка, как она, забирает ребенка из роддома. Вас не приглашают, да? Нет. Дальше ребенок появляется дома, вас продолжают не приглашать. Нет. Вы звоните, поздравляете, как это происходит? Или вообще не знаете, что ребенок родился? Ну, об этом вы узнаете как-то косвенным образом. Ну и нафиг вам такой брат? Да вот я тоже для себя решила, что нафиг мне такой брат. Я вас перебил, лучше расскажите историю до конца. Покупаете вы дорогой подарок и идете поздравлять чемпионку. Не, я пытаюсь написать, то есть я написала для начала, вы не можете просто так прийти. Давай вот как-то... И мне 2 раза отказали, что нет, нельзя. Я подумала, ну ладно. Хреново. Рассказала об этом родителям. Окей, продолжаем жить дальше. Проходит год, девочка становится еще раз чемпионкой России и чемпионкой мира. При этом образ семьи, который рисуется прессой, ну и вообще, известный человек, он идеальный. Вот, типа, семья, профессор, там, интеллигентная семья, прекрасная девочка, прекрасное воспитание, все чудесно. Но, как бы, одна тетя есть, это сестра жены, а вот второй не существует. Я думаю, что ж такое? Такая победа, такой этот... Причем я пишу поздравления. На поздравления отвечают, да, спасибо. Спасибо. Брат отвечает, да, спасибо. И Юля отвечает, да, спасибо, мы получили. Да, спасибо, приятно. Типа нормально. Вот на WhatsApp типа нормально. И выигрывает она чемпионат мира практически свой день рождения и день рождения моего брата. И я еще раз прохожу эту дорогу. Я поздравляю брата с днем рождения, потом поздравляю его с победой. Потом, когда они возвращаются в Маврикий, говорю, слушай, давай наконец познакомимся. У меня вот... А вы моя настойчивая девушка, да? Да, как-то надо для себя поставить вот эту точку. Для себя надо с собой поставить, брат здесь не поможет. Понимаете?
Ну, то есть вы как бы Больно неуемные. же. Больно же. Я вот о чем. Я то, что головой понимаю, но больно же. Я не Даже понимаю, не из-за одна... него, а еще из-за родителей, которые в этой ситуации занимают позицию. Ну, что делать? Мы на это не повлиять не можем. Мы считаем, что А зачем вам все это надо, я понять не могу. Родители зачем дергать? Ну, нет у вас брата и нет брата. В чем проблема-то? И, кстати, не думаю, что все так хорошо. Видимо, какая-то причина все-таки была, правда? Алло. не было причины. То есть вы росли, не разлей вода. Самые Нет, близкие мы люди. не были разлей вода. У нас разница 7,5 лет. Но, как бы, я всегда была старшей сестрой, у которой было куча домашних обязанностей. И идеальная дочь такая, которая вечно все делает, помогает и поддерживает. Но вот меня в этой ситуации, конечно, не только брат волнует. Ну, собственно, наверное, что тут волноваться. А брат вас что Позиция волнует? родителей, которые для меня вот как-то непонятно и оскорбительно. То есть я говорю, папа, так хреново, ты должен сказать, мне, по крайней мере, что так нехорошо, и что так не поступают, что ты не можешь имитировать семью, если вот так поступает со мной мой брат. Он говорит, я ничего не могу сделать, ничего говорить не буду, я к этому отношения не имею. Папа правильно говорит. Я только вас не понимаю, если честно. Почему? Ваш брат не хочет с вами общаться. Зачем вы к нему пристаете с этими поздравлениями, я понять не могу. Может, Уже и не не пристаю. приставали, и не один раз. Вы знаете, вот, я не знаю, вот, читали ли вы книгу мою, может, правила мои слышали. У меня в правилах есть такое третье. Называется, если тебе что-то не нравится, скажи один раз. Ну, вы один раз брату сказали. Да, я знаю, это правило. Ну да, и Вот всё. Я делаю это 2 раза, не один. Не 2, думаю, что вы это делали много лет. Нет. Но как минимум 5 раз, 3 раза, там, дни рождения пошли, следующие победы. Не 2 раза точно. Предложение познакомиться прозвучало 2 раза. Но дальше вы начинаете поздравлять. Зачем? Не, вот на этом я остановилась. Когда 2 раз мне сказали нет, все, на этом я остановилась. Смотрите, есть какая-то причина. Вам легче будет, что эта причина в неадекватности вашего брата. Просто неадекватный человек. Просто не все люди как бы здоровые. Так легче стало? То есть внешне-то все здоровые. Я и он. Да я сам внешне здоровый, а копнешь... Я не могу понять, что вы хотите. Человек не хочет с вами общаться. Вам зачем это надо? Я хочу задать вопрос даже, наверное, в большей степени скорее про меня, потому что, ну, во-первых, это болезненно бьет по моим отношениям с родителями, которым меня начинает... Родители не обязаны отвечать за вашего со мной брата. так нельзя. То есть, скажем так, если бы это был просто мужчина, да, там, неважно, друг, бойфренд, развернулась, ушла, закрыла дверь. Живу сама, на свои деньги, плачу сама по своим счетам, принимаю решения, свободная женщина полностью за себя отвечает. Так оно и есть. Но когда дело касается семьи и, например, отца, которого ты любишь всю свою жизнь, то если тебе не нравится глубоко его поступок, очень сложно закрыть дверь и поступить вот таким образом. То есть вот меня это мучает, ну не то что мучает, временами приходит до сих пор, и, блин, как это... А отец как-то трактует поведение своего сына? Ну, мне кажется, что ему все равно, наверное. Ну, это его позиция. То есть он не вникает, не углубляется, не пытается объяснить вам. Ну, типа, ну, не хочет общаться, не хочет, его право, да? Ну, да. И зачем вам обижаться теперь на отца? А что отец должен был, умереть за брата, что ли, не пойму? Нет, не умереть. Сказать брату, нам не нравится твой поступок, да? Вы этого хотите? А он считает, что брат не хочет, не общается, это его дело. Может быть, и брата обида какая-то на вас, откуда я знаю? Тут 2 варианта. Или есть причина, или брат не очень адекватный человек. Выбирайте. Ну, какую бы я ни выбрала, от нее, конечно, легче не становится. Да? Это проблема. Надо взять психолога и решить эту проблему, которая сейчас отравляет вашу жизнь. Ничего не происходит, а вы в обиде находитесь. Притом, видимо, по поводу брата уже нет обиды, это по поводу отца теперь. Добрый вечер. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая ситуация.
недавно была. Собираюсь, ребенок заболел, я собираюсь в больницу. И тут у меня муж что-то такой раздраженный, ну, часто такие ситуации бывают. И он на меня срывается, допустим, говорит, ты что так медленно собираешь, что-то типа в штаны наложила. Я... Это муж так с вами разговаривает, да? Это муж с вами или с ребенком так разговаривает? И со мной как раз говорит, и бывает с дочерью, ей часто обидно тоже, Так. замечания какие-то делает. И зачем вам такой муж? По вашим правилам не отвечать, когда то есть отвечать только на вопрос. Вот, И не отвечать, когда не спрашивают, да. И не отвечать, когда не спрашивают. Но все это если делать, да, допустим, что делать в состоянии, которое внутри? Вот с этой обидой что делать? Не жить с мужем, может быть. Тоже говорит, мне обидно, мне неприятно. Это третье правило, вы только что его проходили. Это вы мужу говорите, что мне это не нравится, но там очень неприятные последствия. Дело в том, что муж, скорее всего, после вашей фразы не изменится, правда? Ну, не нравится и не нравится. Не изменился, да. Ну вот, вы сказали один раз, а по третьему правилу только один раз вы можете сказать. Дальше у вас есть две опции. Или вам нравится, или вы с ним разводитесь. Ну, то есть это работа над собой, когда вот обида внутри, как вот... Чтобы обиды не было внутри. Вот смотрите, муж один раз только сказал, ты что, в штаны наложила? Вы ему говорите, мне не нравится этот разговор. Еще раз так, Саш, я с тобой разведусь. Он сказал, вы развелись. Что здесь непонятного? Нет, здесь-то все понятно. Ну, допустим, а если не развестись? Я вас обожаю. Что значит вы в штаны наложили? А как вот то, что вот эта обида у тебя, мне как с этим работать? Не надо с этим. Главное, Так у вас обида. Подождите, так у вас обида у вас обида объективная, потому что вам плюют в лицо, вы утираетесь и говорите, а если не разводиться? Ну тогда вы будете обиженные ходить. То есть у меня на самом деле, да, я понимаю, что это объективная, то есть есть причина, я надумала и накручиваю себе это. Понятное дело. А вот что ребенку маме делать? С такой мамой я не знаю, чем ребенка. Мама сама прогибается, поэтому что может ребенку помочь? Ничего, не очень понимаю. Ребенок видит, что мать утирается, слышит дальше всякое дерьмо про себя и ничего не делает. Ну, обижается, да? Не, ну, допустим, где-то я промолчу, но зависит от чувства. А чем вы можете помочь? Чем вы можете помочь ребенку, когда вы сами ничего не делаете? Вот мне тоже интересно. А как вы можете помочь ребенку? Иногда я отвечаю, допустим, когда он... И муж бросается на колени, просит прощения, говорит, прости, пожалуйста, да? Да, иногда просит, в основном извиняется. О, как. И даже если я промолчу, он тоже может извиниться. Вообще парень золото, я смотрю. Я думаю, что мы друг друга поняли, а почему вы боитесь, я понятия не имею. То ли вам деньги нужны, то ли еще что-то. Ну, наверное, есть какая-то причина. Нет. Любите его страшно, да? Любите больше жизни прямо его мужа. Мужа любите страшно, да? Ну, люблю, да. Любите на здоровье. У меня все. Это разговор ни о чем дальше пошел. Да, друзья мои, как сказал Андрей Кнышев, был такой юморист в 90-е, он сказал, так уже устроен человек. Тебе уже так не устроится. Вот, кстати, вопрос от слушателей про хамство. Как лучше отвечать на хамство в ответ хамством или интеллигентно не замечать, особенно если хамят люди старшего поколения? Смотрите, все зависит от обстоятельств. В какой-то ситуации вы не замечаете, как будто это вас не касается. В какой-то ситуации вы отвечаете, но единственное, что по моим правилам отвечаете вы про себя.
Вот не сам дебил, да, а мне это не нравится. Но, как я уже сказал, третье правило так интересно устроено. И вот сколько лет прошло с того времени, когда я эти правила написал, у меня нет желания ничего менять. Настолько все правильно, и мне все нравится, что я ничего не хочу поменять в них. Третье правило устроено так, что если вы сказали «мне не нравится», а человек продолжает хамить, то дальше вы с ними вообще не общаетесь. Как-то вот так. Да. Вот тут говорят, особенно если хамит Лобковский. Если хамит Вениамин, говорит, ну правильно. Меня для этого и посадили сюда. Кому-то же надо. Телефонный звоночек возьмем. Здрасте. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Меня зовут Владислав, 34 года, Москва. Такая ситуация. У меня отец мой, он отчим, с 2 лет меня воспитывает. То есть, ну, у нас отношения прям настоящие отец и сын. Мы, Так. скажем так, не поднимаем тему, что мы не родные по крови, да, потому что, ну, сделать ребенка несложно, а воспитать это другое дело, поэтому тут все нормально. У отца был большой бизнес, достаточно большой по российским меркам. Я, собственно, всю свою сознательную жизнь проработал у него. Вот. Последние 4 года все это разрушилось, ну, это отдельная тема. Вот. Я устал, хочется что-то свое, ну, там, поменять жизнь полностью, несмотря на то, что москвич переехал в регион, сделать какой-то маленький свой бизнес, просто вот начать жизнь с нуля, с чистого листа, потому что здесь перспектив я не вижу, хотя помогал как мог. Вот. Обрисовал свою позицию отцу. Он считает, что если я так сделаю, то я его предаю и бросаю на тонущем корабле. А папе сколько лет? Он ну, достаточно молодой для того, что мне 34, ему 53. Вот. Вопрос, собственно, мой, как это, тварь я дрожащая или право имею? Вы в любом случае имеете право. Никакой роли не играет, биологический он или нет, потому что вы не можете быть заложником своих родителей. Это бред полный. Вы взрослый человек. Папа может считать, что он хочет, это его проблема. Но вы не можете из-за чувства вины стать его заложником. Это глупо. Поэтому делайте то, что делаете. Долга, вот это вот все, благодарность. Это хреновое чувство и долга, и благодарности. Это должно быть все естественно. Из-за чувства долга не надо вообще ничего делать. Делать надо все по желанию. А если такого желания нету, то чувство долга превращается в чувство вины. Понимаете? Да, что-то такое есть. То есть, когда я пытаюсь жить, как я хочу, то я плохой человек. И папа, кстати, мне об этом и говорит. Ты меня бросаешь и так далее. Угу. Хотите с папой в эту игру поиграть? Поиграйте. Я понял. То есть надо жить своей жизнью. Абсолютно. И папа не может вам такие вещи говорить. Вы не должны с ним ничего делать. Это какое-то время вы это делали, вам это было интересно. Сейчас вы не хотите. Это ваше право. Вы не папин заложник. У меня все. Что там еще интересного пишут? 4,5 года ходила к психоаналитику. Сейчас решила прервать сессии, так как не ощутила желаемого эффекта. Как впадала в периодическую апатию, так и впадаю. Как пережить период отмены сессий с психоаналитиком, спрашивает Татьяна из Новосибирска. Ну, как минимум, можно поменять на более резвого психолога, который 4,5 года. Друзья мои, не скажу про психоаналитиков, они очень замороченные. У них только первые сессии ознакомительные могут лет 20 занять. Я всякое слышал, там один у меня товарищ ходил, так на него психоаналитик посмотрел и сказал, так, значит, 8 раз мы встретимся, это ознакомительная сессия, ну и потом 3 года вы ко мне походите. Когда прошло 3 года, товарищ стал бухать еще больше. Аналитик ему сказал, так, думаю, еще 2 года нам надо поработать. Когда через 2 года он совсем стал спиваться, аналитик сказал, мало времени прошло, мало, 4 года еще. Я говорю, ты дебил, что ли? Мне просто денег много. Теперь как правильно? Правильно вы должны хотя бы за первый месяц, а первый месяц у обычных психологов это 4 раза. Ну, даже за 2 недели 2 раза. Вы должны чувствовать хоть какую-то положительную динамику. Что от того момента, когда вы пришли 1 раз, у вас что-то сдвинулось с мертвой точки, вы чувствуете хоть какие-то улучшения. Все остальное это пустая трата денег и времени. Звоночек у нас есть еще, да, там пару минут? Да, говорите, у вас 2 минуты, здрасте.
Алло. Здравствуйте. Отлично, я в эфире. Боже мой, наконец-то. Меня зовут Эльвира. Михаил. Очень приятно. Эльвира, но у вас 2 минуты. Говорите быстро. Говорю очень быстро, конечно, хотела больше, ну ладно. Михаил, накипела. Я красивая, молодая, хорошая хозяйка, я умная, во мне все хорошо. А сколько вам Мужчины лет? нет. Сколько вам лет? Мне 39. Так. Ну, я была замужем, ну, это давно, я уже в разводе. Как же вам не Ну, стыдно, Эльвира? Вы же были замужем. Ну и что? Мужчины нет, Я не это... выхожу, у меня нет никаких долгосрочных отношений после брака. А давно развелись? Давно, лет 13 назад. Вы что, шутите, что ли? Нет, И серьезно. 13 лет у вас не было мужчины? Нет, ну были, конечно, но это все не то, понимаете? Я понимаю, что вам не живется. Вы были в браке, вы говорите, мужчин нет. У вас были какие-то любовники, вы говорите, это вообще не то. Ну как же так можно-то? Ну, Эльвира, конечно, это не то. Мне же нужен тот самый. тут дело такое, по заказу они не работают. Тот самый или про любовь, это вещь такая спонтанная, неожиданная. Пошли мусор выносить и вышли замуж. А вот не так, что типа я знакомлюсь, хожу на свидание, любви нет. Так это не работает. Но вообще у вас не так все плохо, я смотрю. Да во мне вообще все прекрасно, я почти идеал. И я это знаю. И мужчины мне это говорят, но тем не менее... Вот. Но, тем не менее, серьезных отношений у меня нет. И еще Эльвира, один вопрос, да, вот здесь я давайте. успеваю. Как мне перестать жить в этом режиме ожидания, что вот сегодня, наверное, я встречу, ну, может быть, завтра, наверное, я Вот, точно встречу. Эльвира, вам надо научиться жить самой, и тогда вы встретите. А пока вы все время ожидаете, вы только усугубляете проблемы. И, кстати, привлекаете совсем не тех мужчин, я вам хочу сказать. Это я знаю. Но я это- с этим тоже борюсь. Да, для этого надо просто перестать ждать и начать жить своей жизнью, и тогда все наладится. Успехов. Элина нам пишет, 24 года ей, у меня боязнь тошноты, рвоты, хотя последний раз рвало 6 лет назад, и до этого бывало крайне редкое. Из этого страха вырастают другие. Боюсь летать на самолетах и выходить из дома и так далее, потому что боюсь, что стошнит, и люди будут косо смотреть. Иногда я думаю, что придумала себе этот страх, чтобы хоть чем-то отличаться от остальных людей, потому что особых достижений в жизни у меня нет. Может ли это быть истинной причиной страха? Дело в том, что истинной причиной страха вы назвали сами. Вас не тошнота и рвота пугает, а косые взгляды людей. Это, собственно, и есть проблема. Когда вам будет по барабану, что про вас люди подумают, вас отпустят. Сама по себе тошнота с рвотой вас вообще не пугает. Вас пугает реакция людей, когда вас тошнит. А какая у людей может быть реакция? Да и вообще по барабану кого тут тошнит. Поэтому вы лучше подумайте о том, чтобы стать независимой от мнения других людей. И у вас пройдет ваша фобия. А у нас звоночек. Алло. Здрасте. Добрый день, меня зовут Алевтина, очень приятно вас слышать. Мне Здрасте, 25 лет, Алевтина. я вам звоню из города Рязани. Вопрос следующий. Мы с молодым человеком в отношениях 3 года. В новогоднюю ночь он делает мне предложение. Вот, до этого я очень, так сказать, напором брала. Вот, говорил, что мне нужна семья и дети. И когда он мне сделал предложение, я поняла в январе месяце, что этот человек не мой. В декабре месяце я встретила другого молодого человека, он мне как бы нравится. Сейчас мы поддерживаем с ним отношения. И получается, что я на 2 стульях. Вот скажите, пожалуйста, у меня до сих пор в голове хаос. И более того, в феврале месяце я съезжаю от своего первого молодого человека к родителям, продолжаю у них жить и общаюсь и с тем, и с тем. Помогите мне, пожалуйста, разобраться. Мне будет лучше мне выбрать первого молодого человека или второго, или все-таки себя и начать жизнь по-другому. Думаю, что вы уже сделали выбор, что вам не нравится ни один из них. Объяснить почему? Да. От первого вы съехали и замутили со вторым. Но так как вы с обоими общаетесь, понятно, что второй тоже ни о чем. Потому что если вы влюбились, Да. вы бы с каким-то одним общались. Поэтому вы, как нормальная женщина, не упускаете возможности, держите обоих за разные места. Но, тем не менее, вы сами сказали, что когда он вам сделал предложение, вы поняли, что он не ваш. Так зачем с ним дальше-то общаться? Какой смысл? Объясню. Давайте. Я буду кратко... Сейчас вот есть честно время, сказать, сейчас можете вот- долго вот рассказывать.
Еще раз, извините. Время есть, сейчас можете долго рассказывать. Спасибо. Я буду кратко. Он хорошо зарабатывает, он ко мне хорошо относится. У меня были проблемы со здоровьем, он отвезет, привезет. Более того, я знакома с его родителями, с его друзьями. Это, наверное, более по-женски как-то звучит. То есть он для семьи, и я знаю, что он никогда мне не изменит. И я этим, конечно, не отличаюсь. Будем честны. Но я, конечно, не хочу, чтобы нас в страну. Мне не нравятся половые отношения. Объясню, почему. Здесь меня не трогают, там меня не трогают. И, наверное, из-за этого я замутила со вторым. И сейчас я понимаю, что если я сейчас выйду замуж, роспись у нас на 11 июня, уже март месяц прошел, и мне нужно что-то решать. Подскажите мне, пожалуйста, как мне быть? У меня полный хаос в голове. Я боюсь его отпустить, и вот в голове один вопрос. Я правильно делаю или неправильно? Вы Что неправильно сказать? все делаете. Я вас не расслышала. Все делаете неправильно. Делаю неправильно, что я его отгоняю от себя. То есть вот я сейчас обрублю все, и его больше не будет в моей жизни. То есть мужчина-то он хороший. Вы неправильно делаете то, что сидите на двух стульях, мутите с обоями. То, что вам не нравится секс, а вы собираетесь замуж выходить, и остальной бред. Неправильно здесь все. Знаете, мне еще что говорит? Я хочу детей, а я детей не хочу. Я хочу сейчас открыть свое дело, и не тот момент сейчас для детей, а он вот напором прям берет: давай ребенка. А вы-то Что мне зачем делать? на него... Скажите, пожалуйста, как мне вот, даже если я сейчас с ним все обрублю, как мне потом с этой мыслью жить? То есть вот как обрубить вот это все? Скажите мне, пожалуйста. Ну, сказать, что вы не хотите с ним больше мутить, и все. А потом у меня будут думки в голове, правильно я сделала или нет. Но для этого есть психологи специально обученные. У вас проблема-то не с молодыми человеками, а с головой. Угу. У меня все. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Как говорится, дай бог мужа не еще, детей побольше. Здрасте. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, неожиданно. Здравствуйте, Михаил. Как неожиданно? Вы же звонили. Что ж Да, так неожиданно? очень неожиданно, да, так. Я очень вами восхищаюсь. Вы мне очень симпатичны. Спасибо. Но я замужем. Как Я жалко-то, замужем 12 лет. А я надеялся. Да. Может, я даже и разведусь. Но я просто не в Москве живу. Так, Более на юге. на юге Москвы? Нет. На юге страны. На юге страны. Да. В Каракумах. Так. Ой, даже не знаю. Если честно, даже тему не знаю. Поэтому просто... что звонили? Примерно. Беспокоят вопросы. Страхи, да, какие-то я там слышу? Не знаю, что вас беспокоит. Ну вот, меня беспокоит, я живу в браке, у меня 3 детей. Все было прекрасно. Но я переехала в другой город и встретила свою первую любовь. Так. И теперь я все время думаю о нем, и с мужем у меня ничего не получается. То есть мы чужие стали люди в постели, и вообще как бы чужие. Но дело в том, что со стороны того человека, как бы тоже он ко мне, у нас была большая любовь, чувствует. А что ж вы тогда в школе-то не замутили? Мы замутили не в школе. Ну, а потом все разошлись. А потом, у него была девушка, но я все равно с ним встречалась. Да. Я его очень сильно любила. Да. Но он сейчас на ней женат, получается. Да. Он женат, я замужем. И мы периодически там переписываемся. Понимаем, что мы как бы скучаем друг по другу. Но я вот не пойму все равно себя. Я вот представляю с ним, если я встречу, что я ему скажу. Но в то же время... Поздоровайтесь, наверное, сначала. Скажи: здравствуй. наверное. И я
Просто я переживаю, может, зря я страдаю, на самом деле я хочу Нет, страдаете вы понять. 100% зря, это я сейчас могу сказать. Страдаете вы точно зря. Да. Да. Я тоже, ну вот как это все отпустить? Вот я не вам могу нечего это сделать, отпускать, понимаете? Вот там не нету- получается мне самостоятельно это Там сделать. нечего отпускать, у вас ничего с ним нету. Более того, когда был, он выбрал не вас. Поэтому все в вашей голове происходит. Ну, помолчим, ладно, а что ты скажешь? Согласен. Нет, я не молчу, просто я думаю, а как вот теперь наладить с мужем отношения? Нет, давайте в одну кучу с мужем наладить как-то таким способом. Не знаю, что у вас проблемы какие с мужем. А про парня, вы знаете, такие истории часто бывают, когда одноклассники появились в сеть, это просто повальная детская любовь всех в 70 лет накрыла. А на самом деле все гораздо проще. Вы были студентами, у вас любви с ним не было, потому что он с другой девушкой встречался, а вы были еще кроме девушки. То, что вы к нему так относились, не говорит, что он к вам так относится. Прошли годы, ему, видимо, тоже брак немного надоел. Вот теперь решили еще в любовь поиграть. Но отпускать нечего, потому что, когда вы были молодые, с его стороны тоже ничего не было. Он же ни предложения вам не сделал, не женился на вас. Поэтому что там отпускать, я не очень понимаю. Подумайте об этом. Добрый вечер. Алло. Ну, раз молчат, у нас еще одна линия, да? Меня слышно? Очень хорошо. Как вас зовут? Меня зовут Юлия. Михаил. Да, очень приятно, Михаил. Я знаю, как вас зовут. Михаил, я понимаю, что времени мало, наверное, постараюсь очень быстро и компактно. У вас просто девать некуда. Сейчас 43 минуты, полно. Ой, отлично. Как раз я буду в пробке с вами разговаривать. Итак, у меня страх, у меня фобия. Я боюсь скорости. Из-за этого я недавно сломала руку, упав с лошади. Я упала с лошади, потому что она понеслась очень быстро. Я испугалась скорости и решила сама с нее спрыгнуть. Ну, спрыгнула неудачно и сломала руку. Будучи за рулем, вот хочу пояснить, что за рулем-то я не боюсь скорости. Дело в том, что, я саму себя разбирала, безусловно. Когда я контролирую ситуацию, руль я контролирую. Я в любой момент могу нажать педаль тормоза, и машина чуть замедлится. С лошадью немножко не так. С ней надо как-то очень долго взаимодействовать, чтобы она поняла, что надо притормаживать. Так. Поэтому я начинаю бояться, еще зажимать глаза. Мне очень страшно, и я пытаюсь избежать этой ситуации. Я в том числе и боюсь всяческих каруселей, потому что там вот меня крутят, да, и я не могу повлиять на ситуацию, чтобы это остановить, когда мне вдруг станет страшно. Так. Все? Вот, да, все. Как сказал Гамлет, what is the question? В чем вопрос? Вопрос. Вот ходила к психологу с этим запросом. Вроде как разобрали его, вроде как, там всплыло другое, начали прорабатывать другое. Страх вроде бы исчез, как мне показалось. Но вот потом, в декабре, я опять почувствовала эти эмоции, мне стало страшно, я спрыгнула с лошади на скорости и сломала руку. То есть я избежала эту ситуацию, упав с лошади сама специально. Так вопрос-то будет? Вопрос, что мне делать со своим страхом, что за причина с этим страхом, откуда это взялось, почему? Что делать со страхом? Больше не трогать лошадь, наверное. Второе. Вы боитесь не скорости, а ситуации, которую вы не контролируете. Да. Это не одно и то же. Люди боятся того, что они контролируют, а многие из-за этого у них аэрофобия, например. Они боятся самолетов, потому что они не контролируют полет. Да. Хотя, скажем, на машине ехать более стрёмно, чем на самолете летать. По количеству аварий это вообще не сравнить. Но люди машины не боятся, а самолеты боятся. Потому что, как вы говорите, вы под контролем все, руль держите, можете на тормоз нажать, а в самолете вы ни руль не держите, не знаете, где у самолета тормоз, правильно? Но в самолете-то мне не страшно. Но вот вам страшно любая ситуация, которую вы не контролируете, но это, оказывается, там не самолет, а там лошадь,
Что-то вы еще... Ну да, что-то скоростное такое. Да. На карусели, да. Вот Карусели и так дальше. Мгм. Ну, а что с этим делать? Ну, например, я не катаюсь на лошади. Ну, я катался на лошади. Там, пока научишься, всю задницу отобьешь. Мне этот процесс не понравился, я покатался и слез. Я не люблю карусели. Но однажды, когда у меня ребенок был маленький, ну, ей было лет 10, она попросилась на американские горки, притом не просто горки, это не в России было, а есть такие прямо жесткие горки, где огромная петля, и ты висишь минуты 2 вообще вниз головой. Мгм. Вот. И мне это было жутко неприятно. Я думал, ребенок сейчас засмеет отца, так нехорошо. Я туда полез. Это было реально неприятно. Вот. И я не катаюсь на американских горках, потому что мне не нравится. Я не фанат адреналина. Вот. Если вы просто не делаете то, что вам не нравится, и не надо никаких проблем. Вот и все. Слезьте с лошади, слезьте с каруселей, и будет вам счастье. Ясно, спасибо. Да не за что. Ну, судя по разочарованному спасибо, человек рассчитывал, как ему психолог объяснит, что наоборот, чтобы он избавился от страха и дальше катался на карусели и на лошади. Но я пошел легким путем. Вот слушатели еще предлагали лошадь тоже к психологу сводить. Кстати, и карусель втроем. Так, что у нас написано, или будем на звонки отвечать? Чем мы будем? У нас звонок. Здрасте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Риян. С города Тюмени звоню. 35 лет мне. Откуда вы звоните? Город Тюмень. А зовут вас? Риян. Триньян. Да, Риян. У вас французское какое-то имя? Да, нет, оно немножко полугреческое, ну там... Даже не так. суть важно. Тогда переходите к вопросу. Смотрите, у меня, ситуация такая. 4 месяца назад от меня ушла жена. Вот. Ушла жена из-за того, что у меня был конфликт, из-за того, что она была в декрете 2,5 года, она не работала. Я зарабатывал один, но у меня не получалось заработать ровно столько денег, сколько ей хотелось. Вот. Сколько могли, мы, как раньше жить. А она почему не работала? Она инвалид у вас? Нет, она была в декрете. 2,5 года ребенку же в сад ходит обычно. Да, я об этом в курсе просто. У нее принципы такие, то что если она не работает, то ее должен обеспечивать помощь мужчина. А она почему не работает? Я понять не могу. Отец привил вот эту систему. Нет, так она может и дальше не работать. Вы поблагодарили, что она ушла? Но я немножко не расслышал вас. Вы сказали ей спасибо за то, что она ушла? Ушла? Нет. Я не хочу, чтобы она уходила. То есть хотите ее дальше содержать, да? Я хотел просто, чтобы она была всегда со мной, потому что я такой чувствительный человек, и я боюсь ее отпускать и терять. И чтобы она вернулась. Да, в чем ваш вопрос? Нет, мы договорились, что мне кое-какое время прошло, 4 месяца ее со мной не было, и через некоторое время я уже договорился конкретно, что я приеду, заберу ее от родителей. То есть, смотрите, жена не работает, работать не собирается, не хочет, считает, что вы должны содержать, ушла от вас, а вы говорите, а я так люблю ее, хочу, чтобы она вернулась. Я ничего не перепутал? Да, все верно. И чем я могу помочь? Смотрите, в чем суть. Она, меня приравнивает к отцу. У нее отец безупречный человек. Не пьет, не курит. Постоянно работает. И она постоянно сравнивает меня со своим отцом. Якобы я должен быть таким же, как он.
То есть у нее уже с детства привито, что если она, короче, в декрете, то она не должна вообще ничем не заниматься. А когда она из декрета выходит, неизвестно? Не понял. Она из декрета когда-нибудь выйдет? Она выйдет из декрета через полгода. Ну хорошо, пусть работает, когда выйдет. В чем проблема-то? Так, дело в том, что вот у меня был, то есть я не могу зарабатывать настолько, сколько у нее может быть привилегий. Какая вам разница? Я и понимаю. Она привыкла жить как бы на свой запас. Я извиняюсь, конечно, за грубый вопрос. Вы подкаблучник? Я нет. Точно? Точно. Но пытаетесь угодить все время? Потому что я ее люблю. Потому что вы подкаблучник? Еще раз попробуем. Нет, любовь и подкаблучник это разные. Вот и я хочу сказать, любовь это разное, это не подкаблучничество. Да, нет. Знаете, что такое любовь вот в вашем случае? Я как люблю ее, я хочу угодить, но когда я вижу, что она слишком неадекватные вещи мне говорит, я ее пресекаю. То есть я говорю, что так и так. Смотрите, любовь, это... Дайте я договорю. Значит, любовь это ситуация следующая. Я такой, какой я есть. Зарабатываю, как могу. Нравится — бери, не нравится — пока. А когда человек пытается угодить, когда его сравнивают с отцом, это вообще не про любовь уже ни с чьей стороны. Вы пытаетесь угодить, она вами недовольна. Я думаю, что это как бы, если любовь, то не очень нормальная. Поехали дальше. У нас уже время 3 минутки, но еще один звоночек и будем прощаться. Алло. Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Полина. Здрасте. У меня такая боязнь змей. Еще с садика пошла. Да я сам боюсь. Да. Давайте поговорим об этом. Очень боюсь. Я не очень, но просто боюсь. Очень интересно иногда, но когда я их вижу, у меня прям паника случается. А вопрос в чем? В чем, как это преодолеть? Да не надо преодолевать, нафиг вам змеи. Я их встречаю. А где вы их встречаете? Ну, летом, допустим, с мужем на рыбалку ездила, она там проскользнула в кустах. Ну, то, что на рыбалке, это какие-то ужики. А серьезные змеи, которые могут укусить так, что вы помрете, или вы про Африку? Африканская была рыбалка? Нет, это была у нас в области Владимирской. Во Владимирской? А вообще, кстати, был случай, один раз мы на Бали с мужем были, фотографировались около моря, где там была скала, и между ног у мужа проскользила большая змея такая темно-синего цвета. Мы оттуда бежали, просто, наверное, пятки свои видели. Но это для меня была конкретная паника. У меня друзья живут в Одессе на берегу моря. И вот у них дом, ну прямо вот, если из дома выйдешь, до моря на метров 15, 10 даже. И как-то мы вышли погулять, и тут, значит, там муж с женой, жена говорит: слушай, у нас тут эта же змея приползает, морская, греться на нашем участке. Я говорю: сволочь, нафиг ты миссионеру мотаешь? Я только вышел погреться. Она говорит: ну я тебя предупреждаю. Муж говорит: я сначала, когда первый раз к нам, значит, на участок приплыла, я хотел лопатой зарубить. А жена говорит: не дам. Это теперь такая лошадь выросла здоровая, 1,5 метра, греется. Мне тоже стало неприятно, я честно скажу. Захотелось уйти с пляжа. Поэтому то, что вы их не любите или боитесь, это нормально. Это у нас от предков осталось. То, что касается страха, то если вы змею не трогаете, она вас сама трогать тоже не будет. Змея трогает только в целях защиты, когда ей деваться некуда. Когда вы наступаете на нее, например, да, или преследуете ее. Если вы просто идете и видите змею, то она на вас нападать просто так не будет. Ну что, легче стало? Ну, легче. Обращайтесь. Ну что, друзья мои, долгие проводы, лишние слезы. Дмитрий, спасибо. И до следующего, я так понимаю, вторника. Готовьте свои вопросы, а я буду готовить свои ответы. И вообще, как бы живите без страха. У нас сегодня так спонтанно получилось, что большинство вопросов было связано со страхом. Просто ничего не бойтесь и будьте счастливыми. Пока.